Новости на 16 октября 2023 года. Шойгу доложил Путину об успехах ВС РФ на фронте. Российские войска успешно держат оборону в зоне спецоперации на Украине. На данный момент ВСУ лишились сотни танков и нескольких тысяч бронированных машин. Об этом президенту России Владимиру Путину доложил министр обороны РФ Сергей Шойгу. У нас пройдена весенняя наступательная кампания, летняя и теперь уже осенняя. На отдельных направлениях мы видим активную оборону. Противник понес существенные потери, в технике это сотни танков, тысячи бронированных машин. Мы продолжаем активные действия, сказал Сергей Шойгу в ходе совещания по оперативным итогам. 2. Путин. Потери ВСУ в ходе контрнаступления составляют примерно 8:1. Потери вооруженных сил Украины в ходе контрнаступления в соотношении с российскими составляют примерно 8:1. Об этом в интервью медиакорпорации Китая в преддверии визита в КНР заявил президент России Владимир Путин, передает ТАСС. Вот начали они, ВСУ. 4 июня так называемое контрнаступление. Пока результатов нет, есть только огромные потери. Примерно 8:1, если говорить в соотношении, сказал Путин. 3. Будет ли наземная операция в секторе Газа? И если будет, то в каком масштабе? Комментарий Георгия Бофта. Армия обороны Израиля перенесла запланированную на выходные дни наземную операцию в секторе Газа из-за облачной погоды, которая может помешать операторам беспилотников обеспечивать поддержку с воздуха, сообщила газета The New York Times со ссылкой на высокопоставленных израильских офицеров. Ранее Цахал призвал жителей севера сектора Газа перебраться в южную часть в течение суток. Хамас в ответ призвал игнорировать указания Израиля, а вместо этого победить эту оккупацию или умереть в своих домах. Военные обвиняют Хамас в том, что тот препятствует эвакуации мирного населения. На этом фоне госсекретарь США Энтони Блинкен проводит в арабских странах серию переговоров с целью освободить захваченных Хамас заложников, а также не допустить разрастания конфликта. На фоне кризиса вокруг сектора Газа, резко обострившегося после террористической атаки Хамас на Израиль 7 октября, происходит активизация Ирана, который угрожает разрастанием конфликта и обвиняет Израиль в военных преступлениях за бомбардировки Газы. Глава МИД Ирана Хоссейн Амир Абдаллахиян за прошедшие дни встретился с властями Ирака, Ливана, Катара, руководством Хизболлы, и намерен посетить Сирию. США допускают, что Иран может вмешаться в конфликт, подозревая, что именно он стоял за подготовкой атаки Хамас на Израиль. 4. Рябков доложил Путину о палестино-израильском конфликте. Замглавы МИД РФ Сергей Рябков в докладе президенту РФ Владимиру Путину о ситуации в палестино-израильском конфликте рассказал о нарастании напряженности. Жители сектора Газы находятся в положении гуманитарной катастрофы. Палестино-израильская эскалация имеет тенденцию к обострению, заявил Рябков в эфире телеканала «Россия-24». Он добавил, что операции, проводимые израильской армией, проявляют неизбирательность. В связи с этим жители сектора Газа оказались в состоянии гуманитарной катастрофы, заключил Рябков. 5. Выборы в Польше. Партия «Право и справедливость» набирает около 40% голосов. В Польше продолжается подсчет голосов после парламентских выборов.
Лидирует правящая консервативная партия «Право и справедливость». Но большинство может получить проевропейская оппозиционная коалиция. По результатам обработки 20% бюллетеней правящая партия «Право и справедливость» вице-премьера Ярослава Качинского набирает 36,8% голосов. Если результат останется таким же, она рискует занять меньше половины мест в Сейме, Нижней палате парламента, и потерять право на формирование правительства. Лайк поставь, подпишись, всем пока.